Всем привет! Наверное, многие из вас будут отдыхать на новогодних каникулах. А я себе на это время нашел небольшую шабашку. И в этом видео мы с вами будем делать инструмент, который в разы сократит мои трудозатраты и позволит ее выполнить гораздо быстрее. Поехали! Делать этот инструмент мы будем, конечно же, из самой обыкновенной болгарки. А для этого нам будет нужно нарастить ее вал. Точить его будем, конечно же, в токарном станке. Для начала в заготовке сверлим отверстие под резьбу М14 с шагом 2 мм и нарезаем. Для того, чтобы наша деталь получилась с минимальным биением, дальнейшее ее изготовление будем делать на оправке, которую выточим за одну установку. И нарежем на ней наружную резьбу М14. Теперь на нее можно накрутить заготовку будущего переходника. Снимать металл будем до размера 22,2 мм. Это посадочное отверстие на дисках для УШМ, если кто не знал. Теперь примеряем диск, и если все хорошо, то будем продолжать. Длина, на которую нужно нарастить вал, у нас будет 20 мм, поэтому все остальное пустим под резьбу. В итоге вот такой набор у нас получился. Также изготовил 4 шайбы толщиной 5 мм каждая. И теперь примеряем все на пациенте. Все работает даже лучше, чем я ожидал. Биение вала отсутствует. Вы уже догадались, что это будет? Предлагаю пройти этот опрос. Можно заняться и новой защитой. Без нее я болгаркой никогда не работаю. Измеряем ширину хомута заводской защиты и отрезаем полоску металла той же ширины. Выгибал я его при помощи сварочных зажимов и обыкновенных пассатижей. И на мой взгляд получилось неплохо. Займемся боковыми стенками. Их нам понадобится 2 штуки. Очерчиваем полукруг при помощи разметочного циркуля и вырезаем. Отверстие под вал болгарки решил сделать коронкой по металлу из быстрореза. А внешнюю окружность вырежем болгаркой. Остальную часть обработаю той же болгаркой с лепестковым кругом.
Обод защиты решил сделать из металла толщиной 1 мм. Такой у меня нашелся только в крышке от старого холодильника. Давно она лежала и ждала своей участи. Правильно говорят, в хозяйстве все пригодится. Для ровной сварки двух половинок придумал вот такой кондуктор из 3 обрезков ЛДСП. Теперь они точно будут параллельны друг другу. Обвариваем корпус защиты и привариваем хомут для крепления к ушеям. После зачистки сварочных швов получаем вот такую красоту. А теперь давайте немного отвлечемся и распакуем посылку от моего подписчика и друга Алима. Я думаю, он многим из вас известен, и у него также есть свой канал, который называется Ars Pro. Если нет, то ссылочку найдете в описании. Очень я его рекомендую. А прислал он мне огромную кучу листов с напайками для моего нового токарного станка. У них длинная история, поэтому они в таком состоянии. Но это мы сейчас исправим. Вооружаемся ушеем с корщеткой и придаем инструменту первоначальный вид. Теперь мажем его маслом и можно ложить на хранение. Мне этих резцов теперь хватит надолго, и как бы сказал Игорь Негода, это просто фантастика, ребят. А тем временем вытащил вал для роликов и шарнира, который впоследствии приварим к защите. Для установки шарнира в защите нужно вырезать паз. Аккуратнее всего, на мой взгляд, это можно сделать бормашинкой с диском из отрезного круга болгарки. К шарниру привариваем пластину с вырезом посередине. С ее помощью будем регулировать глубину пропила. Для фиксации глубины изготавливаем еще одну деталь с длинным пазом. Здесь способ изготовления стандартный. Сверлим с двух сторон, вырезаем паз и обрабатываем напильником. Для удаления пыли из обыкновенной трубы сварил вот такой уголок, который впоследствии также будет приварен к защите. Трубу предварительно обточил на токарном станке до диаметра 30 мм. Это для того, чтобы шланг пылесоса одевался плотнее. Как говорится, последний штрих перед покраской – это сделать отверстие в защите для пылеудаления и приварить трубку.
В итоге вот такая красота получилась. Теперь обезжириваем и красим. А пока краска сохнет, займемся оставшимися деталями. Это ролики. Их также будем делать на токарном станке. И вот так наша конструкция выглядит в сборе. Собираем все до кучи и идем тестировать. Что я могу сказать? Пыль при работе этим инструментом все равно присутствует, но это гораздо меньше, чем без пылесоса. И в процессе реза я допустил одну большую ошибку. Если кто догадался, о чем я, пишите в комментах. Но на ошибках, как говорится, учатся. А на этом у меня все. Друзья, если понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых роликах. А с вами был, как всегда, я, Михаил, и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.